Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и сегодня вашему вниманию я хотела бы представить новинку этого года — сюрреалистическое таро от издательства Лос Карабеу. Информации об этой колоде, кроме самого описания, в интернете практически нет. Обзоров на момент записи этого видео я тоже не нашла. Релиз данной колоды на официальном сайте издательства состоялся во второй половине мая, так же, как и колоды Таро в конце радуги, обзор на который я сделаю в следующем видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. Ну а мы приступаем к герою нашего видео. Описание данной колоды звучит так. Если сон – это перевод бодрствующей жизни, то бодрствующая жизнь также является переводом сна. Эти слова были сказаны Рене Магритом. Сюрреализм – это способ восприятия реальности, переведенный на язык своего собственного воображения, чувств, переживаний и прозрений. Вот такое краткое описание самой колоды. Художником колоды является Луиджи ди Гиамарино. Цена колоды около $21. Упаковка стандартная, как годится Лос Карабеу, с тонкого картона и недолговечная. В комплекте идет маленькая белая книжечка на английском, португальском, испанском и итальянском языках. В МБК можно найти информацию о том, что такое сюрреализм, история развития этого течения, а также имеется информация о самой колоде. Она якобы была создана согласно с теми техниками, которые приняли сюрреалисты. Поэтому можно сказать, что эта колода – это, цитирую, плавный скелет, в котором структура изгибается на нужды сна и поэзии. Далее у нас интерпретация старших арканов. Каждая карта носит определенное название, которое часто напоминает сюрреалистический образ, а также цитата, которая раскрывает значение карты. Вот, например, карта дурака – это запретный мир. Это прыжок анархиста в направлении полной внутренней свободы. Что такое сумасшествие? Это часы или метроном, который забывает идти или остановиться. Мэн Рэй. Вот таким образом у нас прописаны все старшие арканы. Если же мы говорим о младших арканах, то в МБК описана каждая масть, ее ключевое слово. Таким образом, пентакли у нас это освобождение, жезлы – сумасшествие, чаши – сумасшедшая любовь, мечи – подсознание. Младшие номерные арканы также имеют свое название. Вот, например, двойка пентаклей – межатомное равновесие и ключевое значение карт от самого автора в контексте данной колоды. Я рекомендую заглянуть в инструкцию, может это вам поможет по-другому посмотреть на карты, поможет вывести свои личные значения. Дальше несколько слов о том, как использовать данную колоду и восьмикарточный расклад. С МБК мы закончили. Далее переходим непосредственно к самой колоде. У нас также имеется рекламная карта и заглавная карта. Вот такая у нас рубашка. Карты. Карты тонкие, но плотные. Качество карт все-таки в Лос Карабеу с каждым годом ухудшается, конечно, если не брать во внимание колоды в твердых упаковках.
Колода состоит из 78 карт, размер 6,5 на 11,8 сантиметров. Вот если мы сравним, например, с колодой Боттичелли, то можно увидеть, что все-таки сюрреалистическое таро немножко меньше, да, Боттичелли у нас немножечко шире и немножечко выше. Но переходим к старшим арканам. Будем просматривать карты, также я буду читать названия карт с МБК. Итак, дурак. Здесь видим Ван Гога. Запретный мир. Маг. Мир – это рассказ. Верховная жрица, ясновидение. Императрица, великанша. Император, куколка. Здесь к нам пожаловал сам господин Фрейд. Иерофант, великий освободитель. Влюбленные. Загадка желания. Колесница. Быстрая надежда. Справедливость. Пустая маска. Отшельник. Глаз молчания. Честно признаюсь, отшельник – это одна из тех карт, на которую я обращаю внимание при выборе колоды. Но здесь она очень-очень глубокая, как по мне. Колесо фортуны, колодец правды. Да, вот товарищ у нас из влюбленных перекочевал в карту колеса фортуны. Если я не ошибаюсь, это работа Рене Магрита, да, цитата которого была в описании к данной колоде. Дальше. Сила. Секретная игрушка. Повешенный. Приостановленное или подвешенное пространство. Вот у нас Пиноккио. Смерть. Состояние жизни. Умеренность. Хрустальная ванная. Дьявол. Логический дьявол. Сальвадор Дали. Башня. Слабое место. Звезда. Живое зеркало. Луна. Ключ ко снам. Солнце. Критическо-параноидальный восход солнца. Суд. Ангельский голос. Мир. Рождение галактики. Итак, со старшими арканами мы закончили. Переходим к младшим. Итак, первая мазь – это у нас пентакли. Пентакли – это освобождение. Пентакли символизируют путь освобождения человеческой фантазии и человеческого воображения. Туз – принцип удовольствия. Двойка пентаклей – межатомное равновесие. Тройка – выборочное подобие. Четверка – собственные ценности. Пятерка – неделя хороших вещей.
Шестерка. Ангел костра. Семерка. Ключ полей. Восьмерка. Пробовать невозможное. Девятка. Натуральные встречи. Десятка. Большой стол. Паж пентаклей. Придворные карты у нас не имеют вообще никаких названий. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Король пентаклей. Жезлы. Сумасшествие. Жезлы – это у нас символ бунта против диктатуры логики, что ведет восхваление сумасшествия сюрреализмом. Туз – изобретение жизни. Двойка жезлов – дух приключений. Тройка жезлов – счастливая рука. Четверка – праздник богов. Пятерка – гробница воинов. Шестерка – покорение иррациональности. Семерка – искусство разговора. Восьмерка – приезд путешественников. Девятка. Открытка с Голконды. Голконда, да, это, кто не знает, индийская крепость, в которой продавались добытые и обработанные в округе алмазы. Десятка. Пустая подпись. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Чаши. Сумасшедшая любовь. Чаши у нас это символ любви, как единственное спасение, и символ любви, которую могут предать, терпеть, но любовь всегда ищут, она и неизвестна, и магическая. И любовь – это суворость, да, в которой нуждается человек. Итак, туз – машина желания. Двойка – метаморфоза нарцисса. Тройка – радость жизни. Четверка – тоска за родиной. Пятерка – симметрический обман. Шестерка – постоянство памяти. Семерка – отличные изобретения. Восьмерка – приманка вершин. Девятка – счастливое гадание. Десятка – красивая реальность. Паж. Рыцарь кубков. Королева кубков. Король кубков. Мечи. Мечи – это у нас подсознание, это психологическое место, в которое мы должны погрузиться, чтобы понять настоящий механизм таких явлений, как сон
и понять настоящее функционирование мыслей. Туз – основа снов. Двойка – две тайны. Тройка – вкус слез. Четверка – антропоморфический хлеб. Пятерка – призрак либидо. Шестерка – трудный переход. Семерка – соблазнитель. Восьмерка – мрачные боги. Девятка – товарищи страха. Десятка – реликвия тени. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева мечей. И король мечей. Вот такая интересная колода сюрреалистического таро. Мне кажется, она отлично может подойдет к проработке психологических аспектов, работы со своей тенью, страхами. Мне кажется, это именно та колода, когда ты смотришь на нее, на ее символизм, и каждый раз открываешь для себя что-то новое. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта колода, какие у вас впечатления, купили бы вы себе такую. Если у кого есть, напишите о впечатлениях, как вам работается с ней. Ну и, дорогие, спасибо за просмотр. До новых встреч и желаю всем хорошего дня. Пока-пока.